Привет, мои дорогие! У нас сегодня будет гадание, которое, девочки, очень на самом деле для многих будет актуально. И погадаем мы на тему, которую предложил человечек, девочка по имени 888, никнейм. Она захотела тему, а будет ли у меня с ним классный секс, или все так и останется шатка, ни валка. Бывает в жизни так, что в общении с человеком все хорошо, а в постели драйва нет. И все чаще посещает мысль, может все бросить уже. И сейчас, мои дорогие, мы с вами на кровавом таро демонов, на кровище демоническом. Мы с вами посмотрим эту тему. Когда вас посещают мысли, бросить ли этого мужчину, если вас не устраивает секс, либо не устраивает отношение этого мужчины к вам, да? Вообще, по любому поводу, девочки, я вам для примера комментарий зачитала, но здесь мы будем разбирать именно самое вот последнее. Именно когда посещают вас мысли бросить его, да. То есть что-то не устраивает, и мы с вами посмотрим, бросить ли его от того, что вас что-то устраивает, а что-то нет. И вы с этим не можете жить, и, возможно, вот какая-то пустота такая, да, существует и невосполнимая, и хочется куда-то сходить налево, и либо возможность получить с другим мужчиной, и, может быть, с кем-то будет лучше, чем с ним. Давайте посмотрим, мои дорогие. Тема гадания: не то, не сё отношения, и стоит ли продолжать эти типа не то, не сё, когда вас что-то не устраивает. В чем-то хорошее, а в чем-то не очень. И вот это вот не очень дает вам какую-то такую, знаете, мрак какой-то, тумана напускает в ваши отношения, и не все так ясно, не все понятно, и вы вот задумываетесь о своем уходе, когда не то, не сё. Может, он бревно, девочки, в постели, да, может, он вас не устраивает в других каких-то моментах. Мы сейчас посмотрим, стоит ли вам реагировать на это свое желание бросить его. Бросить, разменять эту разменную монету, поменять на коней на переправе. Если вам эта мысль приходит, пожалуйста, выбирайте свой вариант. И давайте спросим, если отношения не то не сё, и хочется бросить мужчину, задумываешься, а надо ли оно тебе, и, может быть, я найду лучше. Ну, лучше на самом деле мы все время находим, девочки. На ошибках учатся, да, и с каждым разом, в принципе, у нас мужики становятся все качественнее и качественно. Но только в том случае, когда вы вовремя уходите от тех мужиков, которых вы не хотите. Если вы тянете резину, получается так, что мы упускаем наше женское время. Кто-то говорит, биологические часики тикают, кто-то еще что-то говорит, да. И поэтому, когда мы тянем отношения с теми мужиками, которые уже, как говорится, с пустыми стаканами сидим, как говорится, вместо того, чтобы налить свежего, да, чего-то. эм, Вот такие вот дела. Короче, нельзя задерживаться. И мы начинаем, вот когда вы начинаете подбирать уже абы что, это говорит о том, да, что вы вовремя когда-то не ушли от нужного вам мужчины, которого надо было бросать в какой-то определенный момент. Так что вот это реально тема тяжелая, я вам скажу, да. И не каждый может все, я бы даже сказала, находят оправдание больше для себя, чтобы остаться с мужчиной. Но почему-то мало кто находит оправдание для того, почему она его бросила. Ну, на самом деле, девочки, так, да, если послушать. У меня в окружении тоже такие женщины, которые постоянно сомневаются, да, и разложи на картах 150 раз им, да, и они будут еще думать. А потом еще окрысиваются на меня, потому что я там 10 лет назад говорила, ну, я же тебе говорила, надо было его 10 лет назад бросать. Ты его не бросила, что ты сейчас хочешь опять? Чтобы я тебе на картах погадала, почему он так себя повел. А что гадать-то? Я тебе 10 лет назад погадала. И, короче, знаете, такие обидки всякие идут. Ну, ладно. Давайте посмотрим. Отношения не то не сё. Стоит ли продолжать, если вы сомневаетесь, если у вас бродит такая мысль в голове его бросить? Ну что, загадали? Я думаю, я тут уже наболтала с вами. Ну, у нас и болталки, и посиделки, девочки, никуда не денешься. У нас на канале с вами посиделки и болталки. Ну что, давайте посмотрим. Первый, второй, третий, четвертый вариант.
отношения ни то ни сё, стоит ли продолжать. Ну что, давайте посмотрим. Первый вариант, девочки. Кто загадал сюда свои отношения ни то ни сё и стоит ли продолжать? Ой, пятерка пентаклей выпадает. Я вам скажу так. Вот когда к вам, вам ваша интуиция шепчет, не кричит, ничего. Она шепчет, что есть это неудовольствие от отношений, и есть то, что этот мужчина никогда не перестанет создавать вам вот эту какую-то фигню, да, вот это вот проблема, то, что у вас закрадывается мысль от него уйти, бросить его, поменять и разменять на другого мужчину, потому что здесь по пятерке пентаклей неразделенная проблема, нерешенная. Вы ее не проговариваете, возможно, вы молчите, девочки, терпите, да. Тут может вот эта вот пятерка пентаклей выпадать вот конкретным терпилом. И никто себя терпила не считает, конечно же, да. Но если вы очень долго терпите, вы задайте себе вопросом, а вы решаете этот вопрос с ним? Если он вам дает, например, мало секса, вы с ним разговариваете на эту тему, он пытается это решить. Девочки, я вам скажу, вот это вот, например, если у кого мало секса или какой-то нудятина и все остальное, это даже решается таблетками. Там есть такие, в спортивных магазинах есть там, урологи назначают трибулус. Это какая-то травка такая специальная для того, чтобы побольше тестостерона у мужчины было. Да? То есть не всегда наши красные трусы это раздражитель для мужчины, понимаете? Иногда он просто уставший, а когда это повторяется, у него не копится эта сексуальная энергия, надо ему тестостерончик медикаментозно поднимать. Одеть халатчик медсестры, почему бы и нет. Ну, девочки, вот это лечится, и причем лечится у урологов, да, а не такой низкий мужской потенциал. Если у вас, это мы про секс с вами поговорили, но если у вас здесь по пятерочке пентаклей какие-то другие проблемы, это говорит о том, что вы с ним, пятерка, это нечет. Вы с ним не зарешали эту проблему, не решили, диалога не было, возможно, монолог ваш. Может, вы что-то бузили, пилили, да, а достучаться до него нельзя было. Но если вы думаете, что вы решите эту проблему, девочки, скорее всего, нет. Она будет существовать все время в этих отношениях. Это как, знаете, по пятерке пентаклей это либо как у собаки пятая нога, либо отсутствие вот как важного элемента какого-то у мужчины, без которого вы не видите вот стопроцентного своего такого женского счастья. То есть он как немножко инвалид в ваших отношениях. В плане том, что он не может чисто и психически, и физически вас удовлетворять в этом плане. Но, мои дорогие, я вам скажу одну вещь, да. Я люблю по психологии там покопаться, поразбираться, кто что говорит, у кого какие приемы работать, кто что пропихивает, да, где гештальты, где не гештальты. То я вам скажу одну вещь, да. Есть не очень известные, но хорошие вот такие вот психологи, которые узко разбирают какую-то проблему. Не в общем бла-бла-бла, да, а узкоспециализированно. И, например, если касательно секса вас не устраивает мужчина, да, или слишком он на вас нападает, да, или наоборот, он не дает вам той страсти и огня, да, то вот это все на самом деле лечится и прорабатывается. И не общими фразами, а иногда даже узкими специалистами. Это начиная не с психолога просто, да, а уролог, да, психотерапевт или психиатр может решить. Но, конечно же, надо толкового найти. То есть вы что взяли, то взяли. У него это было всегда, девочки. Просто во время влюбленности, каких-то других своих интересов вы закрывали на это глаза. Но проблема не решена, она не решается. С этим надо приучиться жить, девочки. И вот это вот не то, не сё, либо вы приучиваетесь к этому. Возможно, вы очень страстная натура, как я, девочки. Да? Мне что ни день, мне надо какая-то Санта-Барбара, понимаете? Во мне эти страстные татарские крови, девочки, они не дают мне покоя, понимаете? Так что
вы, скорее всего, более страстна для него. Вот смотрите, что вам надо, да? И вот это, в принципе, тяжело, но может быть, просто если вы не хотите от этого мужчины уходить, он вам этого все равно давать не будет. Не будет, девочки, давать он, да? И вашу пустоту он не заполнит. Пятерка пентаклей выпала с сигнификатором. Пустоту он не заполнит. Но либо вы приучитесь, либо кто-то найдет любовничка, либо, девочки, кто-то найдет друга, которым можно выговариваться. Иногда можно выговариваться с неизвестными людьми, мужчинами на сайте знакомств, если вы хотите с этим быть. Но попробуйте сначала с ним это все проговорить. Проговорить, через месяц повторить, через 2 месяца еще раз повторить, да, и его как собаку надо натаскать, что вам что-то нужно. И ваши отношения с ним зависят от того, есть вот то, что вы хотите в вашей жизни с ним или нет. И мужчина, который будет хотеть с вами быть, да, он будет стараться. Иногда из-под палки, иногда это вырубает, что это надо сделать из-под палки, да, но такие дела. Ну, давайте еще глянем. Если у вас отношения не то, не все, стоит ли продолжать эти отношения с ним? Не поменяется, девочки. А уходить как... Сори. Тут уходить карты не советуют вам. Двойка кубков, десятка жезлов. Вы как-то знаете, что тут идет? Тут, девочки, по картам, это туз не его туз. Это туз мечей выпадает на вас. На то, что, в принципе, мужчина к вам тянется, он хочет с вами быть, да? Но он совершенно видит свой мир по-своему. Это как дальтонику никогда не докажешь, где зеленый, например, где красный. Понимаете? Они по-своему видят свет. Аутисты по-своему, да? То есть ему не навяжешь то, что ему должна нравиться клубника, если он эту клубнику с детства не любит. Понимаете? А вы будете ему пихать, и он будет чувствовать это отвращение. Нет, девочки, тут еще такая загвоздка в том, что вы не хотите, вы капризизулька, и вы не хотите тоже решать эту проблему с ним. Не проговаривать, в принципе, ее, или сама побузила, сама обиделась. А вот так вот, чтобы до него дошло, такого нету. И фишка в том, что вот этот туз, это вам упадает. И вот это то, что ваше желание уйти, вот в тузе мечей выпало, да? В тузе мечей, потому что я не получаю того, что я хочу получать. Но он не понимает, что вы от него хотите, да, и он к этому не приучен. А так, в принципе, знаете, вот как говорить про какие, как говорится, вялотекущие отношения, да, то это нормально. А с другой стороны, девочки, Санта-Барбара и рай, я вам скажу, тоже можно нахвататься всяких минусов, что потом только и думаешь, какого-нибудь домашнего хомячка бы завести. Вот такие вот дела. Так что тут надо прорабатывать это, девочки. Хотите с ним быть? Будьте, да. Пара на самом деле более-менее нормальная, перспективная. Любовь есть, все есть, да. Но его просто надо надрессировать на то, что вы хотите. Не намекать, а прям конкретно проговаривать, причем даже не один раз. Но не в плане ваших мечей, туза мечей, да, что я хочу или я тебя брошу. Тут надо, девочки, вот в себе более такое спокойное состояние вырабатывать. Потому что вот эта вот ваша мысль, когда посещает бросить его, да, это мысль от каприза. Когда я хочу бросить своего, девочки, а я иногда тоже, даже часто хочу его просто бросить, да, то он меня лечит единственной фразой такой: а что ты хотела? Это жизнь, и жизнь, она такая вот типа бытовая, и это должно быть, и типа я тоже устал или с работы и все остальное, ну потерпи, а потом будет это. Все, девочки, я как-то, знаете, становлюсь такой вот спокойной, хотя мне хочется шашкой наголо бить его по голой жопе. Тут с его стороны непонимание, чего вы хотите, а с вашей стороны вот такой вот каприз, когда вам хочется просто его не лечить, а бросить, типа, пошел ты в жопу уже. А так пара, в принципе, нормальная. Вот были бы вы поспокойнее, да, мозгами, то, в принципе, очень даже и нормально бы жили, девочки.
Может, это у вас либо возрастное, либо эти гормонов у вас повышенное состояние. Может, вы родить хотите. Я очень часто, знаете, советуют, да роди ты уже и успокоишься. Может и так. Ну, кому что ли. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант, давайте посмотрим. Отношения не то не сё. Стоит ли продолжать? Так, паж жезлов выпал. А что ты хочешь сказать, паж жезлов? И туз мечей выпал. Девочки, он окрысился, агрится ваш мужчина. Психует ваш мужчина. Это ему... Вы думаете, что вам что-то не хватает? Девочки, тут выпадает на 3 картах, что это ему что-то не хватает. И он агрится, и крысится, и сопротивляется. Либо делает вид, что ему все равно, отвлекается в телевизор, там еще куда-нибудь в угол какой-то, да. И, конечно же, у вас пропадает коннект. Этот коннект нарушен из-за его, потому что он чувствует, что его носят черти, девочки, понимаете? Вот про него конкретно так дьявол выпал. На туз мечей насаженный паж, девочки. Его носят черти. Причем он, смотрите, все зависит от эмоционального типа статуса, уровня вашего мужчины, да. Один может быстро вспыхивать, вам это все высказывать, шантажировать, манипулировать с вами, не давать вам, например, секса, или не дарить вам подарки, специально не дарить розы. Некоторые мужчины, например, знаете, я не дарю цветы женщинам принципиально. Или там еще что-то принципиальное он там не делает. И вот, девочки, то, что вы хотите от него получить, это его бойкот какой-то. Революция, девочки. Революцию устроил мужик сам себе в голове. А из-за чего это ты такое? Боже мой, девочки, королева жезлов. А знаете почему? Слишком самоуверенная, возможно, гордая, надменная у него женщина. То есть вы, девочки, королева жезлов выпала. Он психует из-за того, что вы какая-то самодостаточная, что вы, наверное, не ползаете на коленях, что вы не просите, не унижаетесь или еще что-то. Либо вы такая вот, знаете, гордая казачка. Либо вы, ну, что-то такое у вас есть, что его бесит, девочки. И смотрите, вы выпали королевой жезлов, а он выпал пажом. Пажом жезлов, понимаете? И он хочет очень быть в паре, но он пажовый, пажовый, которого мучает дьявол, понимаете? И его так вот черти носят, и он, получается, знаете, что у него? Тут что-то такое на грани. Он бы хотел бы быть королем в ваших с ним отношениях. Он хотел бы быть ведущим. Он бы много чего хотел, а ему приходится обслуживать королеву. Ему приходится служить. И, возможно, он вот эти вот ухаживания, любовные отношения и все остальное, он считает тем, что он прислуживает вам. А вы, типа, королева такая датская, понимаете? Его это бесит, девочки. Очень бесит его это. Возможно, вы не просите у него помощи. Да, а он бы хотел бы помощь показать. А возможно, вы, девочки, его не слушаете. Да, может, Паш несет какой-то бред. И почему королева его должна слушать? И, возможно, вы его прерываете, пилите, показываете его место на лежаке в коридоре, да. Вы как-то, возможно, уничтожаете его вот эту вот личность. Мало говорите комплиментов и все остальное, и он агрится. Вот такой вот мужчина. Давайте еще посмотрим. Отношения не то и все. Что тут делать? Семерка жезлов. Правосудие. Боже, девочки, вы его додавите, я вам скажу. Вы прям понимаете, он где не пикнет, там, где везде у вас есть на все ответ. Туз пентаклей выпал. На его туз мечей у вас всегда туз пентаклей. То есть, что бы он ни сказал, он прекрасно знает, что все равно он будет в какой-то жопе. То есть, как бы он бы вами не пытался манипулировать, у него ничего не выйдет. Как бы он ни карабкался на эту стену, она никогда не будет под ним.
потому что это стена, ёшкин кот. Это королева, да. И даже если он поставит вас на четвереньки, он поставит вас на четвереньки на какое-то время и сделает это с королевой. Понимаете? Потом королева встанет, юбку отряхнет и дальше пошла. И она осталась королевой. Она не стала пажихой после того, как ее наклонил паж. Про что я тут говорю, девочки, да? Отношения не то, не сё, и стоит ли продолжать, вы хотите ответ, да? Он для вас не той ступени. Он не тот, девочки, он не тот, который... Смотрите, вы выпали жезловыми, и создается впечатление такой вот пары, да? И вы пара и есть. Вы пара есть, но вы пара жезловых. Но в этой паре жезловых паж и королева. А есть еще пара жезловых, где король и королева. А есть еще пара жезловых, там, где рыцарь и королева. И все эти отношения разные. И вам надо для себя определиться. Вы хотите вот этих именно жезловых отношений с этим мужчиной? Или, может быть, вам попадется рыцарь, это будут тоже другие отношения. Король вам попадется, это другие еще отношения будут. А есть еще, кроме жезловых, еще 3 других стихии, мои дорогие. А там тоже по 3 кучки. По 3 мужчины, по 3 фигуры, понимаете? Разного типа и характера для нас, женщин. Тут надо как-то сделать, вот если вы хотите более-менее гармоничные, девочки, отношения, да, но тут актрису все время не поиграешь, чтобы под него подстраиваться. Но вот обратите внимание, я вам предлагаю сделать эксперимент. Полностью от него зависеть какой-то. Вот поставьте себе условия, да, например, полностью от него зависите. И ему говорите, вот, дорогой, теперь ты полностью за меня платишь везде, ты полностью меня кормишь, ты меня там выгуливаешь. Ну, короче, поставьте ему те условия, которые вы считаете нужными, да. И не в таком вот злом тоне, потому что он опять будет агриться мечами своими в вас, шпулять, да. Передайте ему всю ответственность за себя. Хотя бы на время. Или хотя бы создайте такую видимость полной ответственности за вас. Заболейте, в кавычках, девочки, заболейте. И вот представьте, что «Ой, я не могу, у меня все болит и все остальное». Посмотрите, как он за вами будет месяц ухаживать. Для мужика месяца достаточно. 3-4 дня он может, конечно же, как паж вам прислуживать, все остальное, да. Но пажи, они тоже эмоциями не отличаются такими долгоперспективными. Им потом это надоест. И вот интересно будет, как он будет себя вести, когда ему надоест вас волочить на своей шее. Понимаете? И брать эту всю ответственность. И вы увидите и настоящее его лицо, и вы поймете, да, жезловые, да, вы хорошо друг друга понимаете, вы знаете, кто он и что он, и зачем он, и как он, всю его подноготную, да, но вы увидите также его силы, и на что он способен. И как королева по этой карте правосудия будет все видно. Семерка жезлов. Отдайте ему ответственность за вас, за вашу пару, за ваших детей, возможно, да, ему в руки. Пусть он чинит вам машину. Ты скажи, у меня сломалась машина, чини мне, пожалуйста. Это я заболела. Приноси мне есть каждый день, если вы вместе не живете. А если живете, то еще можно много чего придумать такое. Сбросьте на него полностью всю ответственность. И вы увидите, девочки, как он берет ответственность. И достаточно ли вам этого уровня ответственности? По факту отношения не то, не сё. И даже если вот ваш случай я именно здесь, возможно, и не описала, да. Но, девочки, паж жезловый и королева жезлов выпала здесь. Пара, которая во многом друг другу подходит, да. Но он не дотягивает, он все время паж. И из-за того, что он все время паж, его это мучает. Он не хочет быть пажом, он хочет быть чем-то большим для вас.
Если вы не замужем за ним, девочки, и сожительствуете вместе, да, вот прям сегодня, после расклада, ты скажи, я хочу в ЗАГС, я не хочу там, типа, выйти замуж за тебя. Ты скажи, я хочу в ЗАГС. Давай в ЗАГС пойдем жениться. И все, и вы увидите, как он на него сразу перекладываете ответственность. И зато вы сразу все поймете, что он будет вам там блеять, либо он скажет, да, конечно, я пойду. И вот, да, конечно, я пойду, это будет тоже пожевость. Но в то же время он это на него перекладывает ответственность, и он благородно эту ответственность несет, и вы можете с ним остаться. Но если будет, там, знаете, непонятно, что блеет, все, дорогие, берем, собираем его чемоданы, как говорится, и выносим в подъезд. Или что-нибудь такое. Так что тут надо вот именно как пажа понимать его. Вам, как королеве, такой паж нужен или не нужен? Вот такой вот второй вариант. Третий вариант, давайте посмотрим. Если у вас отношения не то, не сё, ни шатка, ни валка, да, стоит ли продолжать эти отношения? Восьмерка жезлов. У вас незаконченные дела. Даже если вы расстанетесь, будет тянуться эта восьмерка жезлов, это ваши какие-то материальные отношения с ним. Работы, возможно, бизнесы, возможно, долги, дележка имущества и все остальное. Так что взять просто чемодан и расстаться с этим человеком не получится, потому что как-то вы все равно будете с ним связаны материально. Отношения не то не сё. Стоит ли продолжать? Король жезлов. Он, девочки, у вас, знаете что? Знаете, как говорят, он держит хорошее лицо при плохой игре. Король жезлов с пажом мечей, девочки, выпала. Также это может обозначать мужчину, который платит алименты, мальчику обязательно, если это у вас мужчина, у которого, девочки, есть сын, не от вас, там, от предыдущих браков, да, этот сын еще ему потрепет нервы. Если у вас в отношениях, и где есть ребенок и мальчик, ну, сейчас про девочек не говорим, именно про мальчика тут, да, то я вам скажу, что он очень хочет быть хорошим отцом для ребенка, да, он хочет быть и в плане обеспечивать этого все сына, но у них какой-то дисбаланс идет именно с мальчиком каким-то. Либо, девочки, это может у кого-то выпадать любовник ваш. Ну, короче, тут все-таки два мужчины выпадают. Но вот этот совершенно... Их даже нельзя сравнивать. Совершенно разные функции у них. Либо это его ребенок от предыдущего брака, либо ваш мальчик, да. Либо это даже любовник ваш может выпадать, девочки. Тут такая ситуация. И дело в том, что я не знаю, как это в Ютубе говорить, да, но когда, если бы это был индивидуальный расклад для кого-то, да, то я бы сказала, что их надо разделить. Их нельзя сталкивать, этих мужчин. Они должны находиться как бы не рядом. И это касается даже детей. То есть вот этот король жезлов при другом мужчине, он, получается, впадает в уныние, и у него какой-то unlucky идет в деньгах. Он не успешен, неудачен при какой-то другой мужской энергии, которую, возможно, у вас кто-то и забирает. Либо ваш ребенок мальчик, либо это его предыдущий ребенок. Вот кажется, да, как такое можно говорить, да. Но тут вот загвоздка есть. Паш мечей выпадает. Это тот, кто сильно ранит короля жезлового. Паш мечей сильно ранит короля жезлового. У него опускаются руки. Но а при чем это все? А хотя даже если вот, например, нету никакого ребенка, это может быть кто-то рядом с ним, какой-то его друг какой-то. Но обратите внимание, мечевой, да, это пиковый. Контрастный, худой может быть, да. Может кто-то как на врача форму носит. Ну, короче, пиковая масть ранит его. И у него опускаются руки. А хорошо, а каким это боком к вам? Отношения не то, не сё от этого. Туз жезлов. Ваш мужчина очень хочет с вами быть, девочки.
очень хочет вот этот мужчина, которого вы загадали, здесь с вами продолжать отношения. Хочет. Но ему мешает какой-то другой мужчина. И когда он рядом находится, прям рядом, да, вот прям невезуху какую-то, непруха начинается у вашего короля жезлового. А вы выпадаете к нему королевой кубков, девочки. Король жезловый, который очень хочет, да, очень любит, нравитесь вы ему очень сильно, да, но у него из-за непрухи какой-то, из-за невезения какого-то, да, получается, ну, не замыкается в себе он, нет, он не замыкается. Это просто какой-то набор гребаных случайностей, который не дает ему реализоваться с вами, как с королевой кубков. А кубковая королева — это та, которая ждет вот этой реализации, которая хочет, королева кубков хочет кубкового короля, чтобы он даже жезловые кубки ей давал. Она хочет любви, проявления этого всего, да, в свою сторону. Там, чего бы вы от этого мужчины не хотели, девочки, ему мешает кто-то мужского пола. И когда вот тот, кто мужского пола рядом с ним, у вашего короля как сперло дыхание. Ничего, не, все валится с рук, даже те же ухаживания за вами. Глаз теряется, да? Давайте еще глянем. Это не он сам виноват. Он очень хочет, девочки, но вот кто-то мешает ему, мужчина. Давайте еще глянем. Отношения ни то, ни сё. Стоит ли продолжать с ним отношения? Ну, здравствуйте, я ваша тетя называется, девочки. Королева мечей вам выпала с двойкой пентаклей и с пажом мечей. Смотрите, вот прям тут идет такая... Я расскажу вот прям, что тут выпадает, да. Возможно, это не ваш вариант. Возможно, вы выбрали не то, потому что тут очень четко идет. Это идет, девочки, женщина с ребенком. Это идет женщина с ребенком. Но вот ее ребенок, получается, и чем ближе он к вашему, да, вот это либо бывшая жена с ребенком, мальчиком, да, и у него просто, у мужчины вашего не остается запала, не остается сил, чтобы быть с вами нормальным. Понимаете? Либо, девочки, вот это, например, допустим, я говорила как про вашего ребенка, да, то тут получается, знаете что? Это может быть, если это вы мать мальчика, и вы пытаетесь построить отношения с этим мужчиной, а у вас мальчик, есть ребенок, да, то я вам скажу, что вы как две разных женщины. Как вы хотите быть с мужчиной такой нежной, ласковой, классной, доброй, но вы настолько очень сильно любите своего мальчика, да, что вот этот мужчина либо как-то даже вас ревнует к нему, и вы как-то не додаете этого внимания мужчине. И тут какой-то вот реальный дисбаланс идет. И либо вы такая вот очень, как говорится, хорошая мать, да я за ребенка, да я до своего, да все такое, да мужики в этом плане ничего не значат. Ну, или, девочки, вы пытаетесь, да, вам нравится с мужчиной быть и все остальное, но ваша женская материнская энергия уходит в русло поддержки и помощи во взрослении вашему ребеночку, да. Но девочек это не касается, это именно мальчиков. Тут утечка женской энергетики через какого-то другого мужчину. И он тут может быть маленьким, понимаете? Тут других вариантов нету. Это такой вариант, девочки. Если у вас нету никаких там других посторонних таких вот пиковых, нету детей, мальчиков, да, нету каких-то любовников молодых, как говорится, или даже не молодых, но таких пиковых, массивных, да, то это значит не ваш вариант, потому что тут именно по мужской энергетике идет утечка. А вот этот мужчина к вам как пробиться не может. Вот из-за вот этой вот энергетики, куда утекает, как-то
как мяч кидаешь в цель, вот в корзину баскетбольную, да, а он не долетает. Кидаешь, кидаешь, он все время не долетает. А потому что чего? Сил нету, или как какая-то невидимая стена его останавливает все время, да. И пока ее не уберешь, ничего в корзину падать не будет. А вот эта вот стена, вот это то, что мешает, это мальчик, парень, девочки. И еще один, да, возможно, неприятный такой момент может быть у некоторых девочки. Но это вообще редкость, но все-таки я тут озвучу. А он случайно у вас не имеет отношения с другим молодым человеком, который намного его моложе. Но это очень редко, но все же может быть. Вот такой вот третий. Четвертый вариант. Давайте посмотрим. Отношения не то не сё. Стоит ли продолжать эти отношения? Стоит, девочки. Не надо его бросать. Рыцарь кубков сразу в сигнификаторе вам выпал. Самое главное. Мейнстрим ваших отношений. Рыцарь кубков. Он не полностью открылся. Он еще будет развиваться, открываться. Ему стоит, в принципе, доверять. Где-то потерпеть, девочки, притереться. Рыцарь кубков будет, понимаете, раскрываться больше в вашу сторону. И давайте еще немножко посмотрим, девочки. Тут, в принципе, блин, знаете, я вам скажу, из всех вариантов самый классный вариант это у вас. И вы действительно счастливые, девочки. Вот счастливые вы счастливые. Вы достали, блин, рыцаря кубков. И знаете, из любого, извините меня, говна достать самую красивую карту, это дорогого стоит. Ну что, давайте посмотрим. Даже если у вас ни то, ни сё, стоит ли продолжать эти отношения? Да, девочки, опять кубки пошли. Стоит. Ну, стоит, не надо его бросать, девочки. Продолжайте. Паш Пентаклей. А вас будут изводить. Да, какой-то бывший. О, девочки. А знаете, почему у вас вибро такое? Может ли бросить ли его или еще что-то? Тут кто-то объявляется. Тут либо чары-мары на вас, как в Польше говорят, да. Это кто-то, девочки, из вашей стороны, с вашей стороны, с вашего берега, какими-то огнями мигает, которые, в принципе, на самом деле достаточно ложные. Это какой-то мужчина из ваших бывших. Зависть просто так и прет. Зависть тому, что вы строите отношения. Нет, вот этого мужчину, которого вы здесь загадали, бросать ни в коем случае не надо. Не надо, девочки. А знаете почему? Потому что если вы его бросите, как же будет потирать руки, радоваться и злорадствовать, умирать от, блин, какого-то такого внутреннего злорадства и удовольствия, что у вас хреново и что-то не получается, ваш бывший. Поздравляю, мои дорогие. Причем вашего бывшего поздравить мало с чем можно, потому что когда выпадает паш мечей, паш девочки пентаклевый, у него что-то с кровью не то. Он, знаете, почему он такой какой-то дерганый, злорадский и такой колорадский жук? Да потому что, девочки, он больной. Вот по факту больной. Физически больной, бывший, который, в принципе, не способен был на что-то, на что способен вот этот сейчас мужчина вам дать, да, то вот этот будет злорадствовать. За вами наблюдают и не хотят, чтобы вы строили отношения с этим мужчиной. А еще такой момент может быть, да, обратите внимание, паш Пентаклей, может быть, возомнил себе, что он великий колдун, да, и пытается что-то делать. Но он не воздействует на вашего мужчину, он воздействует на вас. И то, что у вас появляются такие мысли, а не бросит ли вам своего любимку? А не бросит ли вам этого мужчину? Может, все-таки его бросить, потому что он не то, не сё. А кто вам это сказал? Вы выбрали четвертый мистический расклад. Четвертый выбирают мистики, эзотерики, экстрасенсы, девочки, да. И просто ваша вибрация, вы чувствуете, вы, может, не до конца этого не понимаете, да. Откуда ветер дует?
возможно, вы не видите, не замечали, не раскладывали себе, ну, иногда это нахрен не нужно, да, грубо говоря. Но вот понимаете, что вас начинает расшатывать. А я вам говорю, что вас расшатывает. Вас расшатывает бывший. Вас расшатывает в ваших мыслях ваш бывший. Он либо как-то на вас пытается воздействовать, девочки, причем не на вашего кубкового рыцаря, да, а именно на вас. И у вас такие темные мысли возникают, потому что кто-то на вас, как говорится, сигаретный дым с ментолом-то пускает, понимаете? И вот вам и воняет, как говорится, чем-то говнецом. Понимаете? И вам кажется, что это говнецом воняет, грубо говоря, потому что с Кубковым что-то у вас не так. Нет, девочки, потому что где-то рядом вот та большая какаха в виде бывшего вашего. А не то, что у вас отношения хреновые с этим. Нет, они не хреновые отношения. Он еще будет проявляться, он готов проявляться, да. Он даже какие-то сюрпризы, неожиданности продумывает в вашу сторону, какие-то порадовать вас хочет, да. Так нет же. Это вот когда какашками пахнет, то кажется и не до сюрпризов, и не до ожиданностей. Боже, какой сюрприз меня ожидает? Тут воняет говном. Девочки, почему я про это говорю? Потому что это говно не от вашего этого мужчины, а от предыдущего какого-то. Он как-то, а что, может, он вам пишет? А может, вы еще и сравниваете? Не надо. Вот это все говно, говно, девочки, бывшее, с заразной кровью, кстати. Он чем-то болеет, там заболевание крови такое идет. Не бросайте, девочки. Пятерка кубков и рыцарь кубков. Офигенные карты выпали. А потом пошло чмо, которое не дает жить нормальной жизнью. Понимаете? Еще там... Ну, я аж разозлилась. Я извиняюсь, конечно, за такие выбросы, да, такого каких-то некрасивых, неприятных слов. Ну, блин, ну тут реально такое пошло, что да что ты, сволочь, что ты лезешь вообще в эти отношения, что ты лезешь на нашего красавца, рыцаря кубков, что ты лезешь. Так что, девочки, нет, этого не бросаем. Всем, как говорится, назло собакам злым. Вот такой вот расклад. Все, котики мои, спасибо за внимание. Пока-пока. Хорошего вам вечера.